Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Корнет, и сегодня я вам расскажу о самых лучших программах для Windows. Это пачка программ, которые я считаю реально полезными, и ими нужно пользоваться. Кстати, поставь лайк на это видео. Чем больше лайков, тем больше видосов, и, конечно же, подпишись на канал, если ты этого еще почему-то не сделал. Погнали! Сегодня я вам расскажу о нескольких программах, которые я считаю должны использовать любые пользователи Windows, да и в принципе расскажу о разных программах и фичах, например, о сочетании клавиш, которые могут вам реально помочь в работе с вашим компьютером. И понятное дело, то что когда мы говорим о лучших программах, я не могу не упомянуть ту самую программу, о которой вы все и так, скорее всего, уже знаете. Это, на мой взгляд, лучшая программа для стриминга и для записи видео, а именно Streamlabs OBS. В этой программе встроено оформление для ваших стримов и для ваших видео. Вам не придется самим дизайнить себе оформление. Встроена своя система доната, встроен чат, который вы можете модерировать, управлять, встроен чат-бот. Вы можете продавать свой мерч через эту программу, свои футболочки, то есть штаны, например, со своими логотипами и так далее. Да и программа лагает на 20% меньше, чем обычная OBS или XSplit. В общем, это реально одна из топовых программ для стриминга. В нее встроены сразу все функции, которые в других программах нужно докачивать, либо скачивать другие проги, либо что-то еще делать. В общем, здесь все сразу встроено. Ссылка на саму программу будет в описании. Более того, ссылка на мой полный обзор этой программы также будет в описании. Вдруг вам интересно сначала узнать, что в программе вообще есть полностью. О чем мы сегодня еще поговорим, кроме, понятное дело, Streamlabs. Это о нескольких программах. Начнем с самой простой, на мой взгляд. Программа называется Lightshot, и она позволяет делать скриншоты вашего рабочего стола, игр или чего-то еще. Но не просто скриншоты. Скачав эту программу, вы нажимаете Print Screen, и у вас вылазит вот такая вот штука. Вы должны выбрать область для создания скриншота. Допустим, это вот место. Теперь у вас есть возможность порисовать что-то поверх вашего скриншота, нарисовать прямые линии, либо какие-то стрелочки, если, допустим, у вас это нужно кому-то что-то указать, показать, куда нужно нажимать или что-то еще. Можете сделать рамочку для какого-то объекта, что-то самим так порисовать. В общем, способов как-то взаимодействовать с скриншотом реально много. Скриншот вы можете сохранить, нажав на эту кнопку и выбрав рабочий стол. Здесь можно выбрать тип файла, это PNG, JPEG или BMP. Советую PNG. Нажимаем сохранить, и наш скриншот сохраняется на рабочем столе. И все те рисунки, которые мы рисовали, они здесь остались. То есть это топовая софтина для создания качественных скриншотов, потому что обычный принтскрин, он довольно заезженный и не всегда работает. А это реально топовая софтина, чтобы делать хорошие, красивые, удобные скриншоты. Далее, это программа Wallpaper Engine. Она стоит в Steam всего 100 рублей, ну, понятное дело, есть и взломанная версия, но дело ваше. Что же это за программа такая? Это программа, которая позволяет улучшить ваш рабочий стол, добавить анимированные обои, либо просто какие-то крутые обои, которые будут взаимодействовать с вашим звуком, либо с которыми вы сможете взаимодействовать. Скачав эту программу, установив эту программу, вы сможете зайти в Workshop и найти любые обои на ваш вкус. Допустим, вобьем, не знаю, там Far Cry, нажмем Enter, и у нас сейчас найдутся обои на тему Far Cry. Вот их огромное количество. Некоторые из них анимированные, некоторые не анимированные, их довольно много. Но тем не менее, вы скачиваете, у вас они перемещаются в эту папочку, и здесь вы можете с этих пор менять к себе обои. Обоина по Assassin's Creed, все анимировано, есть дым, все красиво. Поэтому, если вы искали себе программу для создания топовых обоев, для того, чтобы улучшить свое рабочее пространство, здесь это вариант идеальный. Также есть, понятное дело, всякие плюшки с обоями, что их с ними можно взаимодействовать. Например, вот там овечку скинули в воду, или заспавнили овечек, либо что-то еще с ними поделали. Более того, у меня был туториал по этой программе, ссылочка на этот туториал будет в описании. Далее перейдем к очень важному, на мой взгляд, приложению. Это Format Factory, фабрика форматов. Что это такое? Допустим, вы зарендерили видео, оно много весит, либо оно неподходящего формата для вашего видеоредактора, либо на YouTube не грузится, и вам нужно поменять его, допустим, там с MP4 на MKV, либо наоборот. Вы закидываете сюда файл и выбираете, что вас интересует. Допустим, MP4. Можете нажать «Показать» и, понятное дело, с настройками поиграться. То есть выбрать битрейт аудио, видеокодек, ну и так далее. Нажимаете «Ок». После этого, выбрав нужный формат, опять же, нажимаете «Ок». Теперь нажимаем кнопочку «Старт». И бац, ваше видео перегоняется в нужный вам формат. Да, сейчас я перегоняю MP4 в MP4, но сам факт. Вы можете загрузить любое видео, любую гифку, любое изображение сюда и переделать ее в другие форматы. Например, закинув это же видео, можно выбрать GIF и ОК. И сделать из данного видео гифку. Нажимаем старт
и у нас идет обработка, и после этого у нас появится гифка из того видео, которое мы сюда закинули. И вот так вот выглядит наша гифка. Да, она маленького разрешения, но это все настраивается в момент загрузки вашего видео. Закидывайте, например, выбрав GIF, вы можете нажать показать и настроить размер гифки и так далее и тому подобное. Мне эта программа спасала жизнь несколько раз, потому что были свои моменты. Кстати говоря, файл, который весил изначально 50 мегабайт, после сжатия весит уже 20 мегабайт. Поэтому если у вас видео весит 30 миллиардов гигабайт после его создания, сможете его пережать в файл, который будет весить поменьше, при этом без потери качества, если все правильно настроить. Nice. Далее идет программа, которая спасает мне глаза по ночам. Я очень часто сижу по ночам за компом. Ну, такой уж я человек. И программа есть такая Flux. Ну, Flux, без разницы. Вы вводите ваш zip-код, вы можете вбить название своего города и zip-код, ввести его сюда, и после этого программа настроится под ваше время. Что она делает? Когда вы сидите ночью, у вас устают глаза сильнее. И тем самым у вас портится зрение. Ну, оно портится очень слабо, да, вся фигня, но тем не менее, глаза, по крайней мере, болят, это точно. Благодаря этому вы можете изменить температуру вашего изображения. Будь то стандартное и потеплее, и еще теплее, и совсем тепло. Чем теплее изображение, тем меньше по ночам будут напрягаться ваши глаза. Если вы ввели ваш zip-код, все это подстроится под ваш часовой пояс. И в принципе весь смысл данной программы — это не убивать глаза по ночам. Я и сам пользуюсь, потому что, глаза надо беречь. Далее я даже не вижу смысла показывать вам в работе эту программу. Вы ее скачиваете, устанавливаете, и теперь по нажатию Ctrl-Alt-F4 у вас выключается приложение. Вы скажете, что? Но Alt-F4 ведь тоже выключает приложение, что за дичь? Нет. Далеко не всегда, и я думаю, вы с этим сталкиваетесь, когда Alt-F4 не работает. Некоторые приложения блокируют Alt-F4, а в некоторых приложениях оно работает через жопу или вообще выключается что-то левое. Благодаря этой программе процесс, который у вас запущен прямо сейчас на вашем рабочем столе, точно вырубится без всякой фигни. Иногда это реально спасает от забагованной игры, либо если кто-то вошел в комнату, а у тебя что-то открыто непонятно, быстро нажимаешь, все, у тебя все выключается, никто ничего не видел, все хорошо. Oh my. Поэтому программа может спасти вам жизнь в парочке, опять же, моментов. Когда вы пользуетесь вашим компьютером, что-то залагало, что-то случилось, что-то еще. К слову, если вы зажмете кнопку Windows и F4, и после этого нажмете по какому-то окну, это окно также закроется. То есть можно вырубать не только Ctrl-Alt-F4, но и Windows F4 и нажатие по какому-то окну. Тоже процесс вырубается полностью. Далее давайте немножко обсудим сочетание клавиш, которые есть на компьютере. Да, это не программа, но тоже довольно полезная штука. Сочетание клавиш, правильное использование сочетания клавиш. Например, нажатием клавиши Ctrl плюс английское E у вас вылезет иконка с проводником. Это последние окошки, которые вы запускали, и последние файлы, которые вы запускали. Допустим, если у вас какой-то файл находится далеко-далеко в зажопье, вы его открыли, закрыли, потеряли, нажимаете Ctrl-E, открывается проводник, вы его здесь видите, открываете и пользуетесь. Допустим, у нас открыты две папки, и нам нужно как-то работать одновременно и с этой папкой, и с этой, или с одной из папочек, и с браузером, и у вас при этом один монитор. Нажимаем на одну из папок, зажимаем кнопочку Windows и нажимаем стрелку влево или стрелку вправо. Мы нажмем влево, отпускаем клавишу, и у нас вылазит вот такая вот штука. Здесь мы просто выбираем второй какой-то процесс, который нам нужен. Допустим, это Adobe Audition. Тем самым у нас открываются два процесса. Один находится тут слева, другой тут справа. Это довольно удобно для работы одновременно с двумя какими-то программами и софтинами. При монтаже может вам помочь, да и в принципе довольно полезно. И еще, допустим, у вас есть программа, которую вы хотите запускать моментально, которая вам нужна всегда, которую вы все время включаете, или, короче, у вас есть что-то, что вы хотите запускать всегда довольно быстро. Например, у меня это будет какая-нибудь игра. Выбираем, допустим, там, не знаю, Ведьмак 3. Нажимаем ПКМ, свойства и заходим в быстрый вызов. Здесь просто выберем любую клавишу. Это может быть любая клавиша раскладки или любая цифра из раскладки. Но мы напишем, например, там букву, не знаю, там буковка Х русская. Нажимаем «Применить», и теперь после нажатия сочетаний этих клавиш у вас сразу же откроется данная программа. Также я еще упомяну софтины от AusLogic. Это AusLogic Driver Updater и AusLogic Boost Speed 10. У них много софтин разных крутых есть, но я пользуюсь Boost Speed и Driver Update. Что эти программы делают? Boost Speed позволяет очищать компьютер от говна, чистить от ненужных файлов, решать проблемы в реестре, ну и в общем удалять все ненужное дерьмо с вашего компа, оптимизировать его и сделать так, чтобы
чтобы ваша система работала прекрасно. Кроме того, есть кнопочка оптимизация Windows в House Logic, сможете настроить стабильность системы, сделать так, чтобы система меньше жрала ресурсов. Ну, короче, убирать лишнее говно, чтобы комп работал лучше, быстрее и позволяет, в общем-то, ускорить работу за компом. Драйвер апдейтер, это, думаю, понятно, что такое. Прога позволяет проверить весь ваш комп на наличие устаревших драйверов, и после этого выдает вам анализ, какие драйвера устарели, какие нет, и если вы хотите обновить их, можете прямо через программу их сразу же обновить. Вот. У меня лицензия этих программ, но вы можете и сами найти, либо лицензию найти, либо найти там, не знаю, пираточки, дело ваше, никого ни к чему не призываю. Я этими программами пользуюсь довольно часто, иногда захожу, стираю всякое говно, и, в общем, в принципе, это довольно удобная программа. Так что про них я тоже, думаю, следовало рассказать, и я это сделал. Ну и напоследок давайте я вам расскажу про программу, которая называется Fences. Она позволяет, опять же, улучшить ваш рабочий стол, добавить вот такого вот рода папочки, они красивые, вы можете их перемешивать, можете их делать какими только угодно, помещать туда папки, файлы, игры, хоть что. Сделать их можно также огромное количество. В общем, это опять же просто улучшалка косметическая для вашего рабочего стола, чтобы его не засирать. Так что да, сегодня я вам рассказал про лучшие, на мой взгляд, программы для винды, которые реально стоит использовать, чтобы улучшить взаимодействие с Windows. И на этом, на самом деле, я закончу, и мы закончим этот видос в целом. Ставьте лайки на это видео, если вам был этот видос интересен, и также пишите в комментариях слово «программа», или же давайте так, «прога», если вы досмотрели видео до самого конца. Тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мои видосы до самого конца, а у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было в топ-комментарии в начале этого видосика. Это довольно круто. Так что с тебя лайк, комментарий и подписка на канал, если ты этого еще почему-то не сделал. Скачивай все программы по ссылочкам в описании, и особенно скачивай Streamlabs OBS, поскольку это реально топовая программа для стриминга и записи видео. Слева прикольный видосик, справа прикольный видосик, а посередине кнопочка для подписки на канал. Адьос. Nice.